Братуха, ты готов к походу? Чел, не могу дождаться. Будет круто, ты где? Чел, я уже близко, там светло? Ну да, я зажег его. Нет, он освещает? Да, освещает. Круто, это так светло. Ты говоришь о костре? А освещает только костер? Что? А освещает только костер? Я не могу тебе объяснить. Да, дико. Что? Разрушительное ранчо. Добро пожаловать на разрушительное ранчо. Я рад, что вы здесь сегодня. У меня есть это. Это броневой лист. Эти листы используют, чтобы бронировать двери машины. Они их просто туда запихивают. Как дополнительная защита. Это Armax 600T. Почти 5 мм толщиной. Я ничего про это не знаю. Мне кажется, что это означает жесткость этой стали. Но это не точно. Я тут по-быстрому пробежался по интернету, но так путного ничего и не нашел. Я даже не знаю, что эта плита может остановить и для чего она сделана. Я стрелял в нее обычным патроном 5.56. Этим утром просто посмотреть, остановит ли она его. И она его остановила. Может, для этого она и сделана как раз. Она остановила 5.56. Без какого-либо повреждения. Просто остановила. Цель этого теста не просто проверить, какие пули она может остановить. А я хочу проверить, может ли, сможет ли она их остановить, если я ее нагрею? Сделает ли ее температуру слабее? Просто хочу выяснить. Это реально самый жесткий металл, который я только нашел в интернете. И по сравнению с броней R500, эта плита тяжелее и жестче. Поэтому ее будет сложнее повредить. Я предполагаю, что это будет сложнее. Она жестче, и поэтому она более стойкая, чем R500. Я уже сломал парочку R500. Давайте постреляем в нее, пока она холодная. Ну, не такая уж и холодная. Сейчас где-то 30 градусов. Примерно где-то 30-35 градусов на солнце. Сделаем несколько выстрелов. Сделаем контрольную часть теста. Я такой идиот, я забыл нажать кнопку записи и сделал несколько выстрелов. Как я уже и говорил, просто сделал несколько выстрелов в эту штуку. Эти два дешевые. Патроны с остальным корпусом 2.23. Эти два с латунным корпусом. Среднеценевые 2.23. Эти два с зеленым наконечником. 5.56. Может быть, да, чутка повредили. Но, как вы видите, не пробили. Даже с зеленым наконечником. Если вы не знаете, патроны с зеленым наконечником очень хорошо пробивают броню. Но они не пробили это. И, кстати, АК-47 стреляет патронами 7.62 39 мм. И эти патроны менее эффективны, чем 5.56. У этих с зеленым наконечником было больше возможностей, чем у того же АК со стандартными патронами. И они не пробили. Так что попробуем кое-что побольше. Так, мы записываем на этот раз. Отлично. Вот с этой малышки. Здесь патроны таким же диаметром, как у АК 7.62. Здесь больше гильзы сюда влазит, больше пороха. И летит пуля быстрее. Так что у нее больше шансов. У меня два патрона в этой пушке. Один из них дешевый, а другой дорогой. Посмотрим. Пуля из дешевого патрона особо ничего не сделала, просто повредила чуть-чуть покрытие. Вторая пуля вот здесь чуть больше повредила. Вам, может быть, и не видно. На камере это не видно. Вмятина. Прям вот тут. На этом контрольный тест закончен. Теперь мне надо посильнее разжечь костер. Сделать так, чтобы было очень горячо. Я жгу его уже целый час, и там на дне очень много углей. Только что подкинул дровишек, чтобы он посильнее разжегся. Потом я запихну плиту прям между кирпичами. Подкинул еще дровишек, пусть костер разгорится. Пусть погорит чутка. Температура поднимется настолько, насколько возможно. Постреляем в нее и посмотрим, что из этого получится. Я думаю, будет больше шансов прострелить ее. Ребят, вы, может, и удивитесь, но мне прям уже здесь горячо. Очень горячо. Эта груда угля очень горячая и светится, но поскольку у нас сейчас день, этого не видно. Но я отсюда это чувствую. Я поддерживал костер очень долго. Надо еще подкинуть дровишек, чтобы было побольше огня. Надо дать прогореть время этим углям, а то невозможно просто подойти. Я жгу. Ой, горячо, горячо. Высота груды этих углей где-то сантиметров 15.
а сверху еще несколько палок. И наша плита стоит прямо посередине этих углей. Реально горячо. Очень горячо. Итак, прошло достаточно времени, чтобы она нагрелась по максимуму, насколько это возможно. Давайте постреляем и посмотрим, есть ли разница. Это странно. Ох ты ж ежик! Обе пули пролетели насквозь. Круто, вы видите? Обе эти пули пролетели насквозь. Ладушки. Это были такие же пули. Теперь вопрос. Прострелит ли 5.56? Возьмем зеленым наконечником. У нее наибольший шанс из всех моих 5.56. Патрон. Я думаю, насквозь. Так и есть. У нас теперь тут 3 дырки. Вы видите это? Это как резать масло раскаленным ножом. Ладно, попробуем пули слабее. Первые пойдут с остальным корпусом. Ага, опять насквозь. Патроны с остальным корпусом. Вот там. Ее все насквозь прошивает. Хорошо, теперь я кое-что хотел попробовать. Странные патроны. У них хрупкие пули. Они сделаны из прессованного металлического порошка. Поэтому они не рикошетят. А также они не могут ничего пробить. Пробьют ли они это? Не вижу, слишком много дыма. Не вижу. Обойду сзади. Да, пробили. Отверстие слева. Хрупкие пули. Хрупкие, пробили насквозь. Нормальная броня останавливает их как 2 пальца. Я не верю, что она настолько мягкая. У меня есть 9 мм. Попробуем 9 мм. 9 мм, стандартный патрон, цельнометаллическая оболочка. Я буду очень удивлен, если прострелю. Плита чутка сдвинулась, так что я не уверен насчет пробития. Что-то не наблюдаю. Нам ее больше не надо нагревать, так что я это все отодвину. Не начать бы лесной пожар. Кто может предотвратить лесной пожар? Вы нажали «ты», то есть я. Это неправильно. Правильный ответ — это ты. Я не... Надо еще пару раз стрельнуть, потому что я не уверен насчет 9 мм. Выглядит так, как будто она остановила 9 мм. Ага, победа. Зарядил. 5, а может быть и 7 этих хрупких патрон. Сделаем еще пару дырок. Потому что мне не нравятся эти патроны. Они мне просто не нужны. У меня возник вопрос. Как я ее оттуда достану? Там очень горячо. Whoa. Крутотень. Да, ребята, она чутка теплая. Лесхоз будет доволен. Только посмотрите. Остыла она. Хорошо. Не горячая. Вот наши дырки. Посчитаем. Вот 2 большие на вылет. Все остальные это 5.56. Много дырок. Теперь вопрос. Неужели мы ослабили эту штуку? Если мы постреляем сейчас, когда она остыла, она будет слабая, когда она была горячая? Или она стала опять такой же, когда была холодной? Это стандартные 2.23, самые дешевые патроны, которые только можно найти. Я не помню, сколько их туда зарядил, может быть 10. Буду стрелять там, где нет дырок. За науку. Зацените. Возможно, мы остановили парочку. Здесь и здесь. Я не знаю, тут так много свежих дырок. Но мне вот интересно. Это всего лишь костер. Не какие-то суперхимикаты, не горелка, а просто костер.
раскалил эту штуку достаточно горячо, чтобы пули сделали из нее сыр. Они пролетают сквозь нее так просто, и теперь, когда она остыла, она стала слабее. Я немного знаю про металлы. Что с ними происходит, когда их нагревают, а потом остужают. Я буду жалеть о том, что я ее расстрелял. Я мог ее использовать в своем грузовике, а то у нас развелось на дорогах слишком много агрессивных водителей. Ну да ладно. Мораль этой истории такова: если вы с кем-то сражаетесь, а на нем надет стальной бронежилет, вы знаете, как его победить. Разожгите вокруг него костер, пусть он там посидит часик, а потом просто стреляйте в него, чтобы не тратить патроны и время. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вы проведете хорошо 4 июля. С днем рождения, Америка! Я вас люблю! И увидимся в следующий раз! Контакт! Это хорошая идея. Как насчет квадрогавка? Чел, не двигайся, не двигайся! Бобби? Я доктор. Типа.